Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео я вам расскажу, как повысить FPS в Evout. И самое главное, избавиться от лагов и фризов. Сделать более стабильный фреймтайм. Насколько это возможно на Unreal 5. Тот движок, который не очень славится своей оптимизацией. Либо разработчики имеют ручки не с того места. Но вопрос все равно остается открытым. Зачем браться, если не можешь? Kingdom Come Deliverance 2 доказала, что CryEngine все еще может. И даже трассировка лучей не нужна. Да, Evout, это шутка, наверное. Многие ее не оценили, потому что при первом входе нас, как обычно, ожидает компиляция шейдеров. Перейдя в настройки, нас уже ожидает включенная трассировка лучей по умолчанию. Это такой скрыто-принудительный перевод игроков на трассировку лучей? А где она в игре, покажите мне. Потерю по FPS вижу, а трассировки нет. Окей, с этим все ясно. Мы с вами повысим производительность с помощью модификаций, конфигураций, небольшой оптимизации винды и, конечно же, настроек графики. Побегал по игре и подобрал актуалочку на свое мнение, где качество картинки равно производительность. То есть выжимаем все соки из данного движка. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен, только если действительно вам понравился контент. В остальном случае не подписывайтесь, а смысл? Готовьте ваши ручки, небольшая самореклама и погнали. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно, ссылочки в описании. Начнем мы с вами с более важных этапов. Это модификации и различные конфигурации. Их пока не так много, но вот то, что удалось найти и то, что действительно работает. Начнем по порядку. В описании я оставлю ссылочки на модификации. Если вам все это лень загружать самостоятельно, для вас я сделал архивчик, будет находиться у меня в телеге и в Discord сервере. Где удобнее, там и загружайте. Ссылочки тоже в описании и в закрепе. Здесь нас встречают 4 папки и различные ярлыки с приложениями. Но начнем мы с конфига. Здесь у нас находится папка Mods, модификация с оптимизацией, далее Engine и как включить генерацию кадров FSR 3. Папка Mods. Нажимаем PKM, копировать, далее переходим в папку с игрой. В моем случае это Disk D, Games и Evout. Alabama, Content, Pax. Если вы до этого модификации никакие не устанавливали, то скорее всего папки Mods у вас здесь не будет. Нажимаем PKM, создать папку, ставим тильду и пишем просто mods. Либо же нажимаем PKM, копировать и вставляем прям вот сюда. Открываем папку и в будущем все различные модификации закидывайте прям в эту папочку. Данный мод, как пишет описание, перераспределяет нагрузку с процессора на GPU и так далее. То есть вроде как что там делает. В моем случае, если мне не привиделось, стали чуть-чуть более стабильные кадры. Насколько это возможно на Unreal 5. Мой не самый любимый движок. Но зато с ним можно поработать. Это, допустим, различные конфигурации, модификации и так далее. Но сам факт остается прежним, что движок не очень оптимизирован, и новые игры, которые выходят, подтверждают мои же слова. Далее Engine. Для этого мы откроем путь, и здесь у нас для engine.ini, если Steam версия, путь Local Updata, далее Alabama, Save It, Config и Windows. Если у вас Xbox, тоже Local Updata, Alabama, Save It, Config и WinGDK. Копируем путь, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем поиск и вставляем прям в поисковую строку и открываем папочку. Здесь мы ищем engine.ini. Нажимаем PKM, копировать, далее где-нибудь любое место, PKM вставить. Делаем на всякий случай бэкапчик, вдруг у вас начнутся проблемы и мы сможем все это вернуть взад. Вообще в таких ситуациях, если что-то у вас произошло, мы просто удаляем engine.ini, запускаем игру и игра сама должна создать данный файлик с настройками по умолчанию. Обычно так это работает. С нашего архивчика нажимаем PKM, копировать и вставляем прям вот сюда. Заменяем файл в папке назначения. Далее нажимаем PKM,
свойства и ставим галочку на только чтение, применить и ОК. Залетаем в игру и проверяем. В моем случае вроде как вообще ничего не изменилось. Но люди в комментариях писали, что у кого-то лучше немножко стало, там тоже стабильнее фреймтайм, чуть больше возможно FPS, не знаю. Тем не менее у нас у всех с вами разные системы. Если у вас процессор старого поколения, скорее всего вам это поможет. И конечно же включаем генерацию кадров SR3. Для тех, кому это необходимо. Я уже побегал, посмотрел. FPS повышается в 2, а то и почти в 3 раза больше. Но естественно очень сильная задержка. Ну и картинка на 2К разрешении не так сильно ухудшается, как на Full HD. Но тем не менее это заметно. Я лично играть так не могу, но у кого слабая система, я думаю самое то. Открываем текстовый документ, включаем генерацию кадров SR3. Далее в engine.ini вставляем в самый низ. Копируем эти строчки, PKM, копировать, закрываем. Переходим в ту же самую папочку AppData, Local Alabama, Saved, Config, Windows. Engine.ini можем вернуть наш старый, либо прям в этот engine.ini подрубить FSR. Только перед этим нажимаем PKM, свойства, галочку с только чтение убираем и открываем engine.ini. В самый низ опускаемся, нажимаем 2 раза Enter, Ctrl плюс V, либо PKM вставить, как вам удобней, и нажимаем просто файл и сохранить. Закрываем. Можем снова нажать PKM, свойства и поставить галочку на только чтение. И нам осталось просто зайти в игру и обязательно включить в настройках масштабирование FSR3. Пресет выбирайте любой. Качество, производительность, баланс, как хотите. Естественно, качество будет немножко лучше. Качество картинки. Тем не менее, мы получаем выше 100 FPS, в принципе стабильных. И что самое интересное, фризов я не заметил каких-то при таком количестве FPS. Но то, что я говорил ранее, очень сильно повышается задержка. Мне так играть некомфортно, я еще играю за лучника. И так неудобно стрелять, потому что 60 FPS, а тут еще и FSR с задержкой. Короче, как-то так. Что еще можем сделать? В самой игре рекомендуют выключить вертикальную синхронизацию, нажать PKM на рабочем столе, панель управления NVIDIA. Здесь нам нужно перейти на управление параметрами 3D, далее программные настройки, нажимаем вот сюда и ищем здесь About. Если здесь его нет, нажимаем добавить и ищем уже в этом списке. То же самое, если здесь его, допустим, нет, нажимаем обзор, переходим в папку с игрой и приложение About открыть. И уже в панели управления NVIDIA, либо если у вас AMD, в AMD-шке, принудительно включаем вертикальный синхроимпульс. Либо же можем просто ограничить количество кадров до 60. После этого сохраняете настройки, заходите в игру и проверяете. Если фреймтайм все равно дропается, есть другой вариант. Я вам скажу по опыту, в большинстве играх с помощью Riva Tuner сделать ограничение по FPS. Чаще всего так будет в разы стабильней фреймтайм. Находим фрейм-лимит и просто выставляем 60. Залетаем в игру и проверяем. С этим всем мы с вами разобрались. Далее мы можем сделать то, что у нас есть в архивчике. Те, кто смотрели мои предыдущие ролики с быстрой оптимизацией, вы знаете, что нужно делать. Для новых ребят сейчас покажу. После всего этого обязательно зайдем с вами в игру, для того, чтобы я вам показал оптимальные или оптимизированные, как вам больше нравится, настройки графики. Я побегал, потестил. То, что мне показалось самое актуальное, я поставил и чуть позже поделюсь с вами. Начнем по порядку. Настройка видеокарты. Здесь все как обычно. Настройка для AMD-шки, для Intel, если кто-то играет. Страшно. Далее NVIDIA. То же самое. Настроечки. Делаем то, что здесь указано. Но, что немаловажно, перед настройкой обновить драйвера вашей видеокарты. На AMD-шке я не знаю, вышли новые или нет, но на NVIDIA прямо перед релизом игры у нас дропнулось обновление. 100% рекомендация к загрузке. Почему? Потому что, кто смотрел вчера мой шортс, вы знаете, что я рекомендовал вам обновить драйвера, потому что дает плюс 25% к производительности. Вот у меня было. Высокие настройки графики, 45 FPS. Графончик тот же самый, я ничего не менял, даже та же самая локация. Обновил дрова, получили 61 FPS. Прирост значительный и обновляться нужно обязательно. Далее очистка, Delete Files. Выделяем все файлы, Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Delete Files, следующая папка, тоже выделяем все это, Shift, Delete и да. То, что не удаляется, отменяем. Диск Cleanup тут по желанию. Можете очистить, можете не очищать. Я это делаю где-то раз в месяц. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папочку. Здесь у нас есть в картинках, для рукастых и красиво расписал. Либо уже заранее готовые бэкапы с настройками по умолчанию. Первый
первые два файла реестра, отключает Xbox DVR. Частенько бустит неплохо так FPS-ов. Как их активировать? Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, PKM и будет написано слияние. Далее GameDVR 2, PKM и слияние. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг пропускаем и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод PKM, запуск от имени администратора обязательно, да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Будьте внимательны, что после переустановки видеодрайвера настроечки сбрасываются. Xbox Game Bar мы его обязательно отключаем. Аппаратное ускорение и производительность. На последней версии винды почему-то не открывается графика, даже если мы напишем в поиске настройки графики. У нас открывается и, кстати, сейчас у нас почему-то остается оно. Видимо, что-то исправили, хотя до этого выкидывало. Тем не менее, здесь мы находим нашу игру Evout. Если ее нет, нажимаем добавить классическое приложение, приложение Evout, добавить. Выбираем высокопроизводительный, то есть нашу видеокарту. Далее нам нужно перейти в доп. Графические параметры. Здесь у нас прячется планирование GPU с аппаратным ускорением. Можете включить, перезагрузить вашу систему, зайти в игру и скорее всего у вас чуть-чуть повысится производительность. Иногда данная галочка наоборот ухудшает производительность на вашем ПК. Ну и наконец схема питания. Копируем данную команду, PKM, копировать. Нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да. Нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется, нажимаем просто PKM и Enter. Открываем ярлык, схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Для того, чтобы ее удалить, не знаю зачем, но допустим. Ставим галочку куда-нибудь. Далее настройка схемы электропитания и удалить схему. Окей. С модификациями, конфигурациями и небольшой оптимизацией системы под игру мы разобрались. Осталась не менее важная часть, это быстренько пробежаться по настройкам графики. Оказавшись в самой игре, нажимаем настройки и нас встречает самая главная вкладка, это графика. Разрешение, оконный режим тут ставьте как вам больше нравится. Ограничение частоты кадров. Я выставил неограниченно. Угол обзора. Мне удобнее с максимальным углом обзора. Размытие в движении я выключаю. Вертикалку обязательно выключаем. Трассировка лучей. Обратите внимание, что при первом запуске по умолчанию она будет у вас включена. Если у вас видеокарта, конечно же, поддерживает трассировку лучей. Поэтому для того, чтобы слегка приподнять ваше количество кадров, проходит компиляция шейдеров. Заходим в настройки, отключаем трассировку и снова перезаходим в игру. Да, снова придется ждать компиляцию шейдеров. Но справедливости ради, трассировка лучей в Evout какая-то странная, как мне показалось. По FPS кушает не так много, по визуалу там что-то меняется, но, короче, можете посмотреть сами. Я лично отключил, потому что игра и так обладает не самой лучшей оптимизацией. Масштабирование. То, что я говорил ранее, если вы будете использовать генерацию кадров в SR 3, нам нужно будет включить AMD Fidelity FX 3 и любой пресет. Качество, баланс, производительность, либо сверхпроизводительность. Чем вам больше нравится. Если вам не нравится генерация кадров, тогда подрубаем NVIDIA DLSS 3 с пресетом, допустим, тоже на качество. В моем случае где-то в районе 70 FPS в 2К разрешении. В принципе, пойдет. Играть можно, но это с моими настройками, конечно же. Не всегда DLSS работает, иногда нужно перезайти в игру, какой-то баг происходит на этом движке, что при переключении с DLSS, допустим, на отключить, бывает резко падает количество кадров. Потом ты снова включаешь DLSS и ничего не меняется. Вроде как он работает, но FPS нет. Нужно перезайти в игру с заранее включенным там масштабированием, либо отключенным. Если вам вообще не нравится масштабирование, мы можем либо отключить для мощных видеокарт, что в принципе неплохо, либо же есть еще один вариант, мне он понравился, это использовать TSR, а процент поставить, к примеру, 80-90. Я даже ставил 65, в принципе, на самом-то деле, на 2К разрешении можно поиграть. Но рекомендую от 80 и до 90%. Мы повышаем неплохо так FPS, при этом не сильно теряем по качеству картинки. NVIDIA Reflex Low Latency. Если вы будете использовать генерацию кадров, тогда рекомендую вкл плюс усиление. Для видеокарт, конечно же, NVIDIA. В остальных ситуациях
я бы отключал. Это одиночная игра, я не думаю, что какие-то там 5-10 миллисекунд сыграют вам большую роль. А теперь самое интересное, это расширенные настройки. Сглаживание, по моим тестам, никак не влияет на производительность. Визуал, по-моему, тоже нет. Я чисто поставил низкое качество. Дальность прорисовки высокая, качество теней очень сильно кушает количество кадров. Некоторые рекомендуют поставить высоко, типа разница между средняя и высоко около 1-2% по производительности. Я лично ставлю среднее. Качество текстур. Для объема более чем 6 ГБ видеопамяти можно ставить высокое, либо эпическое. Качество затемнения. В игре, по-моему, оно вообще никак не работает. Возможно, с патчами поправят, но пока имеем то, что имеем. Я поставил чисто символическое среднее качество. Качество эффектов. Высокое. Качество листвы. Не сильно влияет на FPS. Высокое. Качество постобработки. Тоже не сильно влияет на производительность. Около там, по-моему, доходит до 1%. Высокое. И качество отражений. В зависимости от локации, но я выбрал высокое. А осталось у нас качество глобального освещения. Параметр, как и качество теней, очень сильно влияет на производительность. Для себя я нашел среднее качество. Мне показалось, что по визуалу хорошо, да и по FPS тоже неплохо. И по настройкам мы получаем как-то так. Это для видеокарт 3060 Ti и выше. Если у вас 3050 и ее аналоги, в таком случае я рекомендую понизить качество теней и качество глобального освещения на низкое. Все остальное оставить по дефолту, то, что у нас здесь вот есть. И нажимаем применить изменения. Остальные настроечки уже никак не влияют на производительность, поэтому можете подстраивать под свои нужды, что вам больше нравится. Подытожив, я могу сказать следующее. В очередной раз очередная игра на Unreal 5 выходит в свет с не самой лучшей оптимизацией. За предысторию игры и то, как разработчики отвечали игрокам, я, пожалуй, промолчу. По итогу, с помощью настроек графики мы получаем повышение по FPS чуть больше 15%. Модификации, тем более генерацию кадров, в расчет брать не будем. Тут все очевидно. Буст огромный, но играть не очень приятно. Попрошу вас оценить ролик лайком или дизлайком и подписаться на канал. С вами был Каска. Желаю вам высокого FPS.